Samba. Orange. Oh. Nom nom. Kimba, bank a fliff. Ja, zoom Fatamoy. Yeah, through ya. Swift Bakinjin. Всем привет! Добро пожаловать обратно в постройки Sims 4. Сегодня будет одна из моих любимейших форм построек или тем построек, в общем, где совмещается жилой дом и пекарня. Я люблю эту тему, я люблю этот челлендж, и мне нравятся все вариации этих домов. Вот. Я на самом деле думала, что я построю с нуля этот дом, тем более, что есть вот этот прекрасный участок в нашем новом городе, который находится в городе, но он жилой вроде как, но получается он прямёхонько выходит на главную площадь. И мне кажется, пекарня там просто вот как надо, как влетает. То есть человек может прийти, купить какие-то продукты, что там еще, в пабе посидеть, и если он не хочется сидеть в пабе, он может зайти в пекарню, купить каких-нибудь вкусняшечек, покушать их сразу на месте, либо взять с собой. Но и в пекарне можно посидеть достаточно много. Я здесь сделала сидячих мест. Так вот, суть этой постройки в том, что я как бы ее не делала, я только переделывала. Все дело в том, что когда я зашла на этот участок, я выселила отсюда семью, там живет базовая семья какая-то, которая из города к нам пришла. Я зашла к ним в дом для того, чтобы его удалить, почистить участок, и влюбилась в этот дом. Ну вот честно, он очень классный, он мне так понравился. И мне было его так жаль рушить, и я понимала, что у меня в голове нет никакого плана для нового дома. Ну, то есть, как бы иногда бывает, что я подхожу к постройке уже с очень четким готовым планом, представлением, а тут у меня просто были какие-то вот закидушечки в плане того, что, ну, вот примерно так, или вот так, или вот так, какие-то мысли были. Но в любом случае я думала, что первый этаж это будет пекарня, как классический, это у меня есть. Я уже неоднократно строила такие постройки. А на втором этаже будет... Что у нас будет? Жилой этаж. Вот, я даже не знала, какую семью я здесь поселю. Вот просто как бы... Просто пекарню и жилой дом. Вот. И в итоге я зашла в этот дом, я в него влюбилась. И подумала, что ну я же... Я же повелитель этого канала, я повелитель этих построек. Почему я не могу себе позволить взять и не разрушать этот дом, а переделать его? Мне кажется, это даже интереснее. То есть я взяла базовый дом и переделала его в пекарню. То есть я поменяла свойства участка на торговлю, как это нужно, в принципе, для того, чтобы открыть пекарню. И сделала, понятное дело, первый этаж пекарней, торговым, как бы, а второй этаж жилым. Вот. И придумала такую историю, потому что, мне кажется, она достаточно правдоподобная. Дело в том, что была молодая супружеская пара, у которых был маленький ребенок. Вот они немножко пожили в городе, в таком прям городе-городе. У них скопились какие-то деньги, и они решили, в общем, переехать в такую более сельскую местность для того, чтобы их ребенок кушал более здоровые продукты, чтобы было больше воздуха, больше свежести, свежих продуктов. Ну, короче, им захотелось немножечко поменять обстановку, но прям совсем в такой, ну, не то что в село, но, в общем, в такую сельскую местность им не хотелось уезжать, и они увидели, что продается вот этот дом,
И они давно еще хотели открыть пекарню, а тут еще такое шикарное расположение прямо рядом с главной площадью, где очень много людей, где большой поток, плюс там же площадь, где проходят выставки каждые выходные, каждую субботу. И, в принципе, что мешает людям после выставки или во время выставки зайти, купить какой-нибудь эклерчик, купить что-нибудь, в общем, вкусненькое. И они подумали, что это идеально, то есть им не нужно будет отдельное помещение покупать под пекарню и под дом, и они могут сэкономить, они могут купить один этот дом, и все у них наладится, все у них будет хорошо. Соответственно, они просто купили жилой дом и превратили его в пекарню плюс жилой дом, в общем. Вот, они его превратили, по сути, в пекарню. То есть я старалась сделать именно вот под эту историю, то есть я не рушила здесь слишком много всего. Ну, то есть, по сути, я разрушила всего одну стену, которая у нас здесь была в начале, получается, между кухней и залой, ну, холлом таким. Я ее разрушила, потому что, ну, иначе было бы вообще неудобно. Просто было бы два маленьких пространства, были бы такие каморки. В принципе, я думаю, что это допустимо. Вот, все остальные комнаты как были, так и остались. Я только потом на втором этаже сделала дверную проемную, и я считаю, что это тоже вполне себе нормальная история. Вот. Все остальное я постаралась оставить вот так, как есть. То есть я в основном убрала только мебель. Вот, понятное дело, поставила новую. Плюс на первом этаже у нас была ванная и туалет отдельно. Я, понятное дело, сделала просто 2 туалета для наших посетителей, потому что они знаменитые засрушки в том плане, что как только они приходят в вашу пекарню, они начинают ломиться в туалет, прям ломиться. Если у вас всего один туалет на пекарню, этого будет реально мало, потому что после какого-то там 5-6 часа они вообще все там будут обитать. Учтите это, и лучше, если у вас будет несколько туалетов. Вот. В общем, здесь 2 туалета, плюс, понятное дело, кухня. Вот. Как вы понимаете, я все проверила. Все работает, везде можно пройти. Я это теперь часто делаю. Я стараюсь не забывать проверять. Вот. Я, кстати, как обычно, очень долго искала генератор кексов. Я никак не могу запомнить, где он находится. Я его нахожу по поиску, по слову. Вот. А так я не могу запомнить, где он. Потому что я периодически его ставлю как раз таки вот в таких местах. Вот. Я, кстати, подумала, что надо бы. Вот. Кстати, в нашу пекарню, в наш челлендж тоже надо бы поставить этот генератор кексов. Вот. И, в принципе, кстати, я, когда запустила персонажа, я же там напекла всего, чтобы открыть именно пекарню, чтобы все это сделать. И я такую выручку получила за первый день. То есть прям прилично. Я немножко опешила даже. Там больше 1000 было 7 миллионов. За первый день, да, мы, конечно, долго были открыты, потому что очень рано они открылись. Все такое, но... Ну, какая-то уж большая выручка. Да, я поставила, кстати, всего 5%, чтобы было больше народу. Вот. И что у меня были открытые витрины. У меня хорошего качества все было, да, согласна. Кстати, надо будет опять-таки вот эту вот духовочку, которую я здесь поставила, надо поставить у себя в пекарне, потому что она одна из самых хороших отдельных, получается, духовок. Ну, то есть с ремонтом, с идеальным ремонтом к нам пришли вот эти раздельные духовки и плиты. И я решила же, что в пекарне у меня будет именно в пекарне только духовка, а в жилой зоне только верхняя панель. Вот. И я все искала, какая же духовка из этих всех лучше, и как раз таки, вот, которую я здесь поставила. И я проверила, что при высоком уровне готовки получается очень хорошая выпечка, очень хорошего качества, вот, и которую очень хорошо покупают. И ранее я говорила о том, что я откажусь от этих внешних витрин, они вообще бесполезны, они вообще бессмысленные.
И что-то как-то я начинаю задумываться о том, чтобы вернуть все-таки их, потому что, повторюсь, продажи прям были очень хорошие. И в витрине тоже. Да, нужно каждый раз бегать, обслуживать покупателя. Это все, конечно, прекрасно и замечательно. Ну, как бы это не очень удобно, согласна. Потому что я уже настолько привыкла к этим автоматическим холодильникам, что они там все сами себе там купили, забрали, все отлично. Вот. А здесь надо будет бегать, но в любом случае, как бы, мне кажется, в этом есть какой-то смысл. Плюс я, кстати, не разделяла на порции. Ничего, ну, чтобы недолго было, я просто напекла кучу всего для того, чтобы заполнить холодильники. И, повторюсь, у нас были очень большие продажи, очень дорого, да, немножко подопустели наши полки, но я тоже задумалась всем. Вот в такие вот моменты неожиданные какие-то открытия происходят, то есть, возможно, в этом есть какой-то смысл. Вот, я начинаю задумываться над тем, чтобы делать открытые эти, ну, вы поняли, витрины открытые. Вот. В общем, потому что я не знаю пока, что мне делать именно с пекарней. То есть я пока немножечко в замешательстве, что мне там дальше делать, потому что вроде как все идет своим ходом, но все слишком хорошо, надо как-то усложнить. Я не люблю, чтобы так все легко шло. Вот, чтобы как-то... Нет, это неинтересно. Вот. Кстати, в этой постройке сложнее было всего, конечно, на втором этаже, потому что он такой весь дробленый. Плюс мне нужна была детская. У меня здесь, как я вам говорила, молодая пара с тоддлером, с девочкой. Я думаю, вы ее видели в заставке. Вот, ей нужна была комната, но, как вы понимаете, здесь должна была быть и кухня, и гостиная, поэтому мой ребенок залез в кладовку пока что. Ну вот, я думаю, что они как бы подумали, что со временем мы немножко расширим как-то дом, пристроим какую-то комнату, но пока что вот, тем более, что она маленькая, тем более, что за ней нужно все-таки приглядывать, она поживет, короче, с нами в комнате. И это раньше был типа шкаф, но в итоге он стал детской комнатой. Ну, когда покупаешь готовый дом, я думаю, такие казусы случаются, что недостаточно спален, особенно когда вот вы переделываете первый этаж под торговлю, у вас уходит большое количество места, вот, поэтому я думаю, что тоддлер переживет, но вот когда, если бы я играла за эту семью, то как раз когда бы этот тоддлер превратился в школьника, то я бы уже как-то решила этот вопрос, как-то бы создала комнату или что-то сделала, в общем, дополнила комнату, не знаю, что-то бы сделала. Но в целом, конечно, дом мне очень нравится, как он сделан, как он сконструирован. Разработчики прям очень сильно постарались, мне кажется. Раньше, потому что дома были такие, знаете, как будто нежилые, полупустые. Вспомните в старых, ну, как в старых, в первых городах, они такие вот очень утилитарные. Ну, то есть, все только самое необходимое. Ничего лишнего, никаких деталей декора, только самая, ну, как бы база, типа, и новое дополнение, если там город связан с новым дополнением, например. Вот, и все. А здесь же, да, здесь много было из нового дополнения, но все равно дом такой обжитой, уютный, классный, кухня там вообще шикарная была. Они прям как будто больше вкладываются в это дело, даже было так приятно, ну вот, поэтому я даже не смогла снести этот дом, потому что он классный, он проработанный, он интересный по форме, по содержанию и так далее, в общем. Ну, как вы поняли, да, мне понравился дом. Остальные дома тоже неплохие, но вот почему-то именно этот средний из городских домов мне понравился больше всех. Те я как бы удаляла без сожалений. Ну, как бы симпатичные какие-то идейки я подчеркнула, но не более, так сказать. Не более. Вот. В общем, надеюсь, вы получили удовольствие, такое же, как и я, от не на постройке, а об устройстве этого дома.
вот какие-то идейки подчеркнули для себя. В принципе, я заметила, что все-таки вот эта идея совмещения жилого участка и какой-нибудь торговли или ресторана или еще чего-то, это популярный запрос. Я даже делала отдельное видео, как это сделать, потому что народ спрашивает, типа, а как остаться жить на общественном участке? Просто не уезжаете и все. Там нет вообще никаких ограничений. Можно покупать, обустраивать все, что хотите, но просто у вас будет висеть еще один участок жилой, официально жилой, в вашем владении, так сказать. Вот. А на общественном вы просто можете жить и никуда не ездите с него. Ну, как бы ездить, но можно, конечно, возвращаться домой, но если хотите остаться жить, оставайтесь жить, и все. Так что, как бы вообще нет никаких проблем. Разрабы сделали достаточно удобно, потому что если каждый раз бы пришлось ездить туда-сюда, то это вообще было бы неудобно, мягко говоря. Такого челленджа, как пекарня, я думаю, просто бы не существовало, потому что каждый раз туда-сюда мотаться, это вообще... Жить рядом, да, это очень удобно, согласна, вообще шикарно. А вот мотаться туда-сюда, это ужасно. Я считаю, мне кажется, это бесчеловечно. Вот, так что вы вполне себе можете это позволить. Вот, по поводу челленджа пекарни я уже вам сказала, что я немножечко в растерянности. У меня есть кое-какие идеи, но я пока не очень понимаю, как это все воплотить. Плюс я там немножко переделала тот ремонт, который я делала в конце прошлой серии. То есть я там все переделала. В серии, точнее, я все переделала, а потом немножечко пожила с этим делом и вообще все переделала. Я не знаю почему. Что-то мне не понравился тот красный оттенок, который я выбрала. Вот красное дерево такое. Что-то оно мне било по глазам, я не могла, ну вот, физически не могла там находиться. Мне прям неприятно было. Я, в общем, все переделала, немножечко дополнила. Вот, наш садик хорошо приносит деньги. Я сначала хотела его удалять, потом думала, нет, нам же еще ремонтировать целый огромный дом. Там получается в среднем от 1000 до 1500 симолеонов в день. Но, как вы понимаете, это вообще нестабильная штука, потому что непонятно, насколько хватит растений, они там отцветают, что-то пропадает и так далее. Сейчас, конечно, хорошо, у нас снимает каждый раз этот урожай, и я забываю еще и поливать наш сад, поэтому что-то там, кстати, как раз-таки отмерло, потому что я только собирала бабосики с этого бедного сада и забывала вообще за ним ухаживать. Так что заглядывайте на канал, у нас есть еще выживание на ферме челлендж, там жестячковый такой, очень даже, вот, заглядывайте, еще много всяких построек. Есть еще постройки с пекарней и жилым домом, потому что, повторюсь, я неоднократно этим занималась. Вот, поэтому у меня есть целых несколько построек, мне кажется. Вот. Так что заглядывайте, подписывайтесь и до новых построек. Приятного просмотра!